узнаете, как мы сделали ремонт в этой Сталинке 64 квадратных метра. Это не флиппинг, это заказ на ремонт для жизни. Вот на месте, где заканчивается диван, вот здесь была стена. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Сейчас покажу вам наш ремонт в Сталинке. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Шахматова, я флиппер и владельца собственного инвестиционного агентства. Возможно, вы уже видели меня на YouTube-канале In My Room и могли проследить эволюцию моего творчества и рабочего процесса нашего агентства. Ведь сначала мы начали с проекта на Щелковской, на восточных рубежах столицы, переместились на интеллигентный северо-запад, Валдайский проезд, потом у нас был объект на Тульской. И вот сегодня мы в самом сердце столицы, на Павелецкой, в районе Замоскворечья. Спасибо центру за это. И будем снимать для вас обзор великолепной, настоящей, аутентичной Сталинки. И в этом видео вы узнаете, как мы сделали ремонт в этой Сталинке 64 квадратных метра. Ремонт за 3 месяца и смета 2,8 миллиона рублей. Расскажи поподробнее про этот дом, про место, где мы находимся. Мы находимся на улице Валовая. Происхождение этого названия, в принципе, связано с рвом вокруг Москвы, который здесь образовался еще во времена Бориса Годунова. Маленькая историческая справка, ведь я историк, МГУ, добрый вечер. И здесь у нас Садовое кольцо. Дом выходит окнами на Садовое кольцо. Это классический сталинский дом 1957 года постройки, 11-этажный, очень большой, 11-подъездный, с огромной аркой посередине. Он строился сразу в послевоенное время, его гнали и должны были построить, ну, никто не предполагал смерть вождя народов, но, как мы знаем, он умер в 1953 году, так что дом построили после него, и говорят, именно поэтому он лишен яркого духа ампира, то есть красивых украшательств, которые обычно присущи этому стилю. Он выполнен немного скромнее в внешней отделке, но при этом все внутренние у нас характеристики сталинского дома, высокие потолки, большие площади, большие окна, все сохранено здесь. Стоит рассказать вообще историю этого проекта, потому что это не флиппинг, это новый для меня опыт, и это даже не инвест-ремонт, чем тоже занимаемся мы, то есть когда мы делаем ну, такой как бы яркий, красивый ремонт на продажу или под аренду. Это заказ на ремонт для жизни. В связи с этим этот бюджет еще более кажется амбициозным, потому что понятно, что для жизни идет 100% упаковка квартиры. Ну, то есть мы не можем сказать, что вы знаете, гардеробную вы поставите сами. Или холодильник потом Или, докупите. да, как я пару раз любила делать, как бы шкаф для встроенного холодильника есть, но его внутри нет. Сюрприз. Если кто-то успел на просмотре посмотреть, хорошо, а нет, извините, но я же не прятала, надо было просто посмотреть. Поэтому здесь прекрасная молодая девушка Земфира приобрела для себя и своей семьи эту квартиру. И совершенно феноменальная история. Мы с ней ни разу в жизни не виделись лично до момента передачи ключей в конце проекта. То есть когда уже все было готово? Да. Она меня просто нашла в запрещенной сети. И она мне сказала, я купила квартиру, я улетела на зимовку. Время было типа 1 декабря в этот момент, в прошлом году, 1 декабря 2023 года. Если вы хотите сделать такой проект, мне очень нравится ваша работа, и мне ничего не интересно согласовывать, решать, каким-то образом там участвовать в процессе. Я буду отдыхать, заниматься своим развитием. Она блогер, у нее великолепный курс по туристическому продукту, и сама она travel-блогер. Поэтому вот вам как бы деньги, вот вам ключи, ну, договор мы подписали, будем откровенны, в дистанционном формате, вот, и все, и мы 13 декабря зашли сюда на ремонт, 13 марта мы его закончили. А расскажи, что здесь было до, когда вы сюда зашли. Квартира была, это моя любимая формулировка, в пожившем состоянии, но в ухоженном. Ну, то есть она была с классическим таким деревянным паркетом. Наверное, может быть, в ней даже где-то в 90-х был какой-то косметический ремонт. Мы выполнили перепланировку. Мы, конечно, полностью провели масштабные капитальные работы.
заливали новую стяжку пола, поднимали полы, ввели новые коммуникации. Ну и по перепланировке, наверное, подробнее, да, надо поговорить, что из классической двухкомнатной квартиры мы смогли сделать квартиру с 2 отдельными спальнями и общей зоной достаточно просторной кухни-гостиной. Причем кухня у нас газифицирована, и тоже во избежание всевозможных комментариев на этот счет у нас есть великолепная перегородка, которую я обязательно потом, я вот уже хотела это делать, но мне пока не дали, буду ее открывать и закрывать. То есть по факту вы из двушки сделали трешку? Ну, по факту, да. И нас даже не остановило то, что в одной спальне так вышло, что нет окна. Окон в этой квартире всего 3, то есть кухня, комната и комната. Но мы там придумали кое-какое интересное решение, которое обязательно рассмотрим дальше. Наша заказчица получает гран-при, Нобелевскую премию и Оскар среди всех заказчиков мира. И это, я думаю, почетное звание останется с ней до скончания веков, потому что таких людей больше не бывает. Она действительно выделила бюджет, определила как бы состав семьи, какие-то такие вот ключевые функциональные вещи, что ей бы хотелось все-таки 2, естественно, раздельные полноценные спальни. А какой состав семьи? Мама 30 лет и дочь 5 лет. Угу. Прекрасные молодые девчонки, активные, веселые. Но это уже мы узнали из ее блога, потому что, как я уже говорила, мы с ней не виделись. И мы обсудили, что какие-то такие ключевые вещи, что она хочет какое-то рабочее место. По цветам и стилистическому решению действительно мы прямо допрашивали ее, чтобы она что-то нам скинула, и она скинула один из проектов In My Room, между прочим. Я с вами поделюсь потом тоже этой ссылкой, и вы найдете прямо здесь какие-то вещи, которые оттуда мы как раз-таки и взяли. А расскажи, как отреагировала заказчица, когда сюда пришла? Она как-то согласовывала это удаленно, или она прям пришла и сразу увидела это все в первый раз? Да, может, для кого-то это покажется шоком и вызовет какой-то взрыв комментариев, что такого не бывает, но она на самом деле, это был квартирный вопрос просто в лучший год. То есть она ушла отсюда, подождите, давайте начнем сначала. То есть она буквально здесь даже не была, она один раз эту квартиру посмотрела, дальше все процессы вел ее риэлтор, ее представитель, она даже уехала на зимовку до того, как квартира была приобретена. 13 марта вернулась с зимовки, и она с самолета просто приехала к себе в квартиру. Сюда? Сюда, в готовую совершенно, с цветами, с подушками, с застеленным постельным бельем. Какая была реакция? Реакция была хорошая. Нам очень было приятно. Ты ее не снимала на видео? Нет, это было поздно. Я хотела даже остаться, но у меня есть, к сожалению, своя семья, дети. Мне пришлось ехать к ним, укладывать их спать. Хотя тут происходили такие удивительные дела. Приехал человек с другого конца света, и конечно, здесь должна была играть музыка, я должна была стоять с цыганами, с караваем, с хлебом, солью, мы бы ее встречали. Она, может быть, даже использует какие-то ее восторги, там есть парочку кружков, которые она присылала. Некоторые из них были нецензурные, в смысле, в высшей степени восхищения и восторга. Прекрасно. Да. Давай перечислим, какие помещения здесь получились после перепланировки, и затем начнем наш рум-тур. Когда мы открываем дверь в квартиру, мы сразу попадаем в объединенное пространство прихожей и гостиной, можно так сказать, из которого у нас идут двери во все остальные помещения. 2 спальни, одна из которых с гардеробом, кухня, хозяйственный шкаф и ванна, туалет. Давай начнем с общей зоны, как раз-таки, где, видимо, произошли самые большие изменения. Да. Расскажи по планировке и по отделочным материалам здесь. Здесь мы превратили самую маленькую комнату в этой квартире в, собственно, центральную зону. Вокруг этой комнаты с гостиной, с диваном, со столовой зоной, собственно, и организуется вся такая круговая планировка этой квартиры. Вы можете обратить внимание, что у нас есть такой, небольшой переход. Сверху мы наблюдаем этот выступ. Это несущая балка, и то есть можно было под ней сносить стены, но мы даже, собственно, сами стены и не сносили. Мы снесли только проем для того, чтобы проходить в детскую. Если я сделаю пару шагов назад,
Вот на месте, где заканчивается диван, вот здесь была стена, и вот на этом самом месте можно было заходить в эту комнату. А все остальное было прихожей? Да, это была прихожая. Сейчас мы зону прихожей выделили разным напольным покрытием. Не стали строить, вы, возможно, в прошлых моих проектах могли видеть там какое-то реечное решение, но здесь как-то такой, знаете, вот дух вот этого вот величия и простора, что здесь не хотелось городить никаких перегородок ненужных. И здесь они, собственно, и не нужны, потому что будет жить девушка с дочкой. Я не вижу вот прям смысла настолько здесь все отгораживать. Давай пройдем на кухню. Это Давайте. самое, наверное, интересное место Да, в квартире. а можно уже открывать? Да, наконец-то. Пожалуйста, Давай спасибо. расскажем про твои Давайте. золотые ворота. Это невероятные золотые ворота. Они, кстати, даже обладают какой-то звукоизоляцией. Но вы все равно меня слышите, потому что на мне... Ну, честно микрофон. говоря, ты сейчас закрыла, я действительно тебя Да. очень плохо слышу. Ну, давайте помнить главное. Любая газифицированная кухня должна быть отделена плотной дверью или плотной перегородкой от жилого помещения. Обычно я всегда говорю, что меня это не волнует, но здесь, когда я это сделала, я должна 10 тысяч раз про это сказать, чтобы все знали, как делать правильно. Ну, это, в общем, перегородка на заказ. Сколько она стоила сразу? Она в лоб? стоила, полная ее стоимость реальная 100 тысяч рублей. Мне ее сделали за 80, все про все, с доставкой, с установкой, то есть это, конечно, отличная цена. И она вот, знаете, тут закаленное стекло, то есть тоже для детей, если дочь вдруг ударит куклой об стекло, то все будет нормально. Она очень тяжелая, она прямо массивная и добротная, по ней прямо это чувствуется, даже вот этот эффект звукоизоляции, собственно, из-за этого и достигается. Но нам тут повезло, у нас, в принципе, стены, у нас совершенно несущая балка сверху, и две стены, ну, это блоки, или это, может быть, даже кирпич родной, это то место, в котором мы сделали проем, поэтому... Собственно, нам повезло, мы просто прикрепили к абсолютно существенным существующим стенам. Отлично. Могу показать, если кто-то любит маленький фейл. Так, да. Да, дело в том, что вот у нас перегородка должна закрываться полностью. Видно, если не видно на видео, есть небольшой зазор, то есть она не закрывается до конца. И этому мешает плинтус. Но это как раз на тему вот каких-то тонкостей в ремонте. И если здесь еще куда ни шло, то здесь у нас существует небольшая проблема с открытием холодильника. То есть он не открывается до конца, он открывается где-то на 45 градусов. Поэтому мы немножко подпилим плинтус, а это как бы вскрылось только в процессе эксплуатации, то есть когда наша восторженная клиентка приехала, сначала все было хорошо, но какие-то возникают моменты, вопросы по ходу дела, от вопроса, а где пульт от кондиционера, до вопроса, ой, чуть-чуть не открывается холодильник. Ну, мы эти какие-то моменты легко устраним. В целом в ремонте и в стройке, я вам так скажу, всегда и никогда не поздно что-то устранить. Это вопрос просто денег и вовлечения вашего в этот процесс. Ну, давай по отделке на кухне, Давай. да? Что на полу? Начнем с Смотрите, пола. у нас была идея сделать здесь, конечно, в такой квартире хотелось бы какой-то паркет елочкой или хотя бы ламинат елочкой, но нет, в бюджет мы никак не вкладывались, потому что у нас много было очень пожеланий в плане, ну, нам нужна была хорошая стиральная машинка сюда, нам нужна была вся техника, там, например, посудомойка на 60, микроволновка встроенная, духовка. Вот мы хотели эту красивую вытяжку золотую обязательно. Поэтому остановились все-таки на классическом ламинате. У нас он идет единым контуром и на кухне, и во всех комнатах. Только вот небольшая метровая у нас зона прихожей отгорожена плиткой керамогранитом. Ну, к ней мы попозже вернемся. Ламинат 33 класса, износостойкий и водонепроницаемый, приятного натурального оттенка светлого дуба. Вот, собственно, на этом мы и остановились. Давай про стены теперь поговорим. Да, стены под покраску — это увеличение, ну, коэффициент, мне кажется, где-то 1,5, если не 2. А вот не соглашусь с тобой. Вот это поворот. Да, потому что сейчас действительно не модно стало выводить в ноль. Некоторые даже специально добиваются вот этого эффекта около мазанки. И, во-первых, это экономит на штукатурке, а во-вторых, некоторые даже специально, вот даже больше штукатурки покупают, чтобы вот эту какую-то кривизну сделать. Пупырки. То есть, ну, я слышала такую да. идею, но все-таки не в стиле современная классика. Мне кажется, если что-то такое современное около лофт,
модерн. Парижский шик. Парижский шик. Да. Парижский шик. У меня есть одна квартира, где 3 дня на карачиках ползали, паркет восстанавливали. Приглашу вас туда в следующий раз. Хорошо. Так, давай вернемся к стенам. То есть я поняла, одна часть по покраску здесь, и здесь такой большой, если это можно назвать, фартук. Конечно, давайте называть его фартук. Да, у нас здесь, причем его сначала положили неправильно, по мнению нашего дизайнера, хотя посмотрите на эти черточки, какая разница, в какую сторону, просто им лежать. В общем, мы его сбивали, видите, плиты лежат вертикально, а мы положили горизонтально. Ну, не мы, а наши дорогие друзья рабочие на этом объекте. Вот, поэтому сбили и положили заново. Должна быть, потому что фактура вверх. Все это стремится вверх, наша труба золотая, просто, я не знаю, квинтэссенция этого интерьера. А расскажи про кухонные гарнитуры, ее расположение. Она получилась в какой-то такой нише. Эта ниша была уже здесь изначально, как я понимаю? Да, совершенно верно. Это вент-короб. Вы можете наблюдать вытяжку присобаченную, принудительную вентиляцию. принудительную на этом коробе. И, собственно, наличие этого короба натолкнуло нас на удивительную идею. И вообще вот так сошлись звезды, что мы смогли встроить обычную модульную кухню. Ну, просто так получилось, по высоте, ровно как нам нужно. То есть это обычные, еще раз повторюсь, модульные шкафы кухонные. То есть не под заказ, а уже готовые. Да, то есть их кто-то где-то мог пилить за 500 тысяч рублей, но мы их купили за намного меньше. А за сколько? Ну, я думаю, вся эта кухня обошлась 100 тысяч. Ну, потому что здесь встроен холодильник, здесь колонна. Здесь... Это очень дешево. Это очень дешево. Расскажи, из чего она сделана? Она сделана из МДФ. Да. Где же вы такую кухню взяли дешевую? Это же наша легендарная поставщик. Я же стала заикаться. А расскажи, из чего здесь столешница? Столешница из ЛДСП под камень, в таких тоже серо-бежевых цветах. Наши шкафы называются серо-бежевые, но по факту они больше бежевые, наверняка вам кажется. Я бы даже сказала розоватый. Да, даже какой-то элемент вот этого пыльного розового имеется, который у нас здесь везде. И диван у нас пыльный розовый, но мы еще пройдемся с вами посмотрим. Но у нас серая мойка, серая столешница, которая построена таким интересным способом, что она полностью буквой «П» обрамляет эту кухню, и из этой, собственно, столешницы мы и сделали подоконник. Так что здесь мы еще поставим 2 полубарных стула, пока их тут пока нет, но обязательно они тут будут, чтобы наблюдать, пить кофе за движением большого города и за золотыми куполами и впитывать дух Руси. Расскажи, какая высота? Вы столешницу делали выше, чем обычно, чтобы подогнать под подоконник? Или вам просто повезло, и оно в стандартную высоту получилось? Мы здесь меняли окно, и какие-то манипуляции в этом плане были. То есть стандартное окно было чуть ниже. Я думаю, в других комнатах мы можем увидеть разницу, что окно ниже. Но так как мы его меняли, все равно здесь были деревянные стеклопакеты, причем в такой же интересной интерпретации. То есть у нас сантиметров 40. Все, я пошла. Не знаю, идете вы за мной или нет. Можно я отодвину? У нас здесь сантиметров, 40, 35, я думаю. И у прошлых жильцов здесь было деревянное окно родное со времен постройки. И они потом заказали, в связи с тем, что здесь шумно, дорога, просто металлопластиковое окно стояло на уровне вот этой стены. Второе. То есть просто второе окно. И собственница тоже, и наша заказчица, о чем волновалась, это, конечно, звукоизоляция с улицы. Но мы поставили 3-камерные стеклопакеты. Никогда еще в жизни я даже не знала о существовании такого рода окон. Также здесь есть 2 кондиционера на случай, если, собственно, будет совсем невыносимо, может быть, там в час пик, может, какие-то сигналы. А также всегда есть еще возможность в такого рода домах, выходящих на шумные магистрали. Помните о существовании бризеров, их тоже можно ставить в любой момент, там они не требуют какой-то там стадии ремонта определенной, то есть даже на законченную финишную отделку приходят люди там за час, сверлят стену и делают вам какую-то суперфильтрацию.
Получается, радиаторы оставили родные, чугунные. Да, это моя будет очередная речь про то, что я обожаю чугунные радиаторы. Если менять чугунные радиаторы, то только на современные чугунные. А это стоит как крыло чугунного самолета, который пытаются поднять в космос. Значит, да, они просто родные. В квартире, я бы сказала, даже жарко, потому что они очень хорошо топят, и вообще вся эта история со сталинским домом, знаете, здесь плохо ловит телефон, например, и интернет, потому что здесь очень толстые стены, это, конечно, ну, дома настолько другого уровня, мы даже люди, вот, живущие в муравейниках, там, и не будем называть компании, которые как сейчас строят, это, конечно, небо и земля. Да. Давай про газ поговорим. Газовая труба, как я понимаю, вот справа. К ней должен быть доступ еще. Вот, да, у нас есть газовая труба, к ней должен быть доступ, поэтому мы даже не... она очень милого, я считаю, вида, она просто ровная, то есть бывают какие-то неприятные эпизоды, когда она идет в образе змеи по всей стене, тогда, да, конечно, мы вызываем газовщиков, что-то с этим делаем, приводим это в нормальный вид. Здесь она просто аккуратненькая, так она у нас и осталась, покрашен цвет стен, стены не белые, а вот определенного вот такого оттенка, какой-то... Под кухню. Ну, под кухню, под вот эти все легкие бежево-розовые тона. И внизу у нас есть подключение газа. Угу. Говорят, уже здесь жарили первую яичницу с утра, все работает. А давай по хранению посмотрим. Так, по хранению. У нас есть, как я уже сказала, да, холодильник. Давайте все открывать, смотреть. Вот этот наш маленький... О, тут же уже есть овсяная кашка. Не знаю, это нормально? А почему нет? Хорошо, что есть. Люди здесь живут. И живут. докторская колбаска. Люди, которые приехали с отпуска, конечно, первым делом, что заказывают. Морозильная камера, тут есть пельмени, я уже тоже видела. Кстати, вот эта фишка с холодильником, она не столько плоха для холодильника, сколько для морозилки, потому что не выдвинется ящик. То есть вот он действительно уже прямо проблема. Так что не страшно, подрежем. Хранение большое. Здесь для каких-то, не знаю, не самых популярных, мне кажется, вещей. Также ящик выдвижной для кастрюль, мне кажется, отлично. И предметов для готовки. Ну, просто шкаф под... прекрасно. Фильтр установят. Посудомойка на 60 для полноценных больших комплектов посуды. 2 шкафа тоже для хранения. А сушки нет? Сушки нет. И что? Вы ничего не докажете. Ее можно купить. Вот, ну и здесь всевозможное. А вон там как раз доступ, да, к газу? Да, как раз есть доступ к газу. Угу. И тоже для сковородок и прочей утвари можно все открывать. Вы любите, когда все открывают. Для предметов. Ну, люди только... Давайте будем откровенны. Вчера люди заехали сюда спустя 3 месяца отсутствия и вообще впервые перешагнули порог этой квартиры. Поэтому здесь у нас римская штора на заказ, потому что ее шили специально для этой квартиры. И вот она таким образом можно сделать приватность в квартире. В кухне у нас достаточно стандартный формат освещения. У нас точечные светильники, но они, так скажем, более эстетичные, чем самый бюджетный вариант в исполнении этих светильников. У нас, например, проход в санузел оформлен бюджетными, а вот на кухне они у нас вот такие вот... Парадно-выходные. Да, это парадно-выходной вариант обычного точечного светильника. Вот, включается 2 клавишами. Мы даже не стали разделять на 2 разных линии освещения, потому что, ну, кухня — это место, которое должно быть хорошо освещено, и если уже, как бы, здесь какая-то, вряд ли подразумевается интимная обстановка. Более интересное освещение у нас в других комнатах. Подписывайтесь на наш чудесный, очень интересный телеграм-канал In My Room. Ведь там очень много классных идей для интерьеров, ремонтов, скидки и акции от наших партнеров, а также анонсы выходов новых роликов. Ссылочку найдете в описании. От входной двери, которая за моей спиной, мы вот сразу попадаем в это открытое пространство прихожей и нашей гостиной. Прихожая отделена от жилой зоны стыком разных материалов отделочных. Здесь у нас плитка, а дальше идет ламинат через такой элегантный золотой порожек. Мы организовали здесь шкаф для хранения верхней одежды.
Также, если у вас попадает в кадр с этой стороны у нас хозяйственный блок, мы к нему чуть позже. Мы обязательно вернемся. Давай позже. про шкаф поговорим Но поподробнее. если вы просто не можете жить и думать, что за этими шторами, я сразу сказала, что там интересные вещи. Шкаф у нас встроенный на заказ. Честно говоря, я немного не ожидала, что он будет не до потолка, но, возможно, что-то пошло не так, но мы об этом никогда не узнаем и, возможно, никому не расскажем. Надо помнить, что в этой квартире уже живут люди, которые причем живут в ней сутки, поэтому не надо удивляться, что здесь, ну, вот как бы существуют некие коробки, да, вещи только разбираются. Нам вообще очень повезло, что мы, в принципе, здесь снимаем этот рум-тур, что нам разрешили, потому что мы не успели до. Можете обратить внимание, что мы сэкономили на задней стенке шкафа, да, вот, собственно, поэтому он встроенный корпусная мебель на заказ, то, что у нас задняя стенка полностью отсутствует, это цвет выкраса нашей гостиной. И там получается тоже балка, которую вы вот так вот вырезали. вырезали. Вот в этой квартире было всего несколько таких точек, балок, которые были по периметру, какие-то вот эти вот верхние балки, но в целом это никак не помешало нашей перепланировке. И есть также секция для хранения лежачей одежды, как я ее называю, и шарфов и сумок. Ну и зеркало, чтобы сразу посмотреться. Да, и зеркало очень интересной овальной формы. И также у нас здесь вот этот гобеленовый пуф с зайцами, какими-то утками, фазанами, павлинами. Ну, добавляет, мне кажется, вот такой вот царской истории в наши вот эти вот богатые сталинские интерьеры. После прихожей мы сразу попадаем в гостиную. Здесь у нас диван пудрового оттенка, который раскладывается, конечно, в дополнительное спальное место. Что еще классное в этом диване, он раскладывается отдельно в угловой диван. Ну, то есть каждая секция может превратиться в угловую по отдельности. То есть можно, например, отдельно как бы разложить и полежать, посмотреть фильм в таком полулежа. При этом соседняя будет перманентно сложном состоянии. Также есть разные варианты сценария освещения здесь. Здесь мы, конечно, разгулялись прям по полной, потому что у нас есть центральная люстра, очень красиво, мне она нравится. У нас есть точки, и в зоне дивана у нас также есть один асимметричный бра, который будет создавать вечером такой приятный рассеивающий свет на стену. А на стенах у вас везде молдинги? Да, ну не везде, но на некоторых стенах есть молдинги. Например, зона ТВ выделена молдингами, за диваном у нас молдинги. Также мы потом увидим их в спальне, и, собственно, на этом все. Молдинги я обожаю. Я считаю, это один из самых бюджетных вариантов взвинтить визуально стоимость ремонта прям вот до небес просто. Потому что это, я не знаю, копеечное решение. 2 метра стоит, не знаю, 150 рублей. Кстати, лайфхак. Мы клеим молдинги практически в самый последний момент. Вот уже когда стоит мебель, чтобы все полностью выровнять под мебель. То есть у нас уже покрашены стены. Дальше мы ставим диван, а потом аккуратно докрашиваем молдинги. Чтобы было понятно по Чтобы, да, зонам. было понятно. Потому что у нас, например, здесь существует определенная асимметрия. Потому что дверь в комнату детскую, она смещена по отношению к проходу на кухню. Ну, соответственно, диван тоже смещен, но при этом мы должны были добиться равномерного распределения молдингов. Перемещаемся к окну. И у окна у нас полноценная обеденная зона. Есть три стула, ну, один сейчас у нас использован в кухне, но по факту, в общем, это стол для посиделок уже какой-то компании больше 2 человек. Потому что, например, позавтракать можно на кухне с видом на город, а уже, может быть, гостей принимать, там, какие-то закуски, не знаю, коктейли. А над столом у нас такой красивый подвес. Еще прошу обратить внимание, мы сделали розетку из лепнины на потолке. Тоже такая дань традициям. Дань сталинского ампира. А когда вы сюда пришли, не было здесь лепнины изначально? Она, по-моему, была в очень усеченном варианте. Ну, то есть это не была какая-то классная лепнина, она была вот в формате просто потолочного плинтуса, примерно такого же формата. Она была шире, но очень лаконичная. Похожий стол и стулья, кстати, есть на маркетплейсе In My Room.
А расскажи, пожалуйста, еще про потолок. Он здесь натяжной. Какая высота потолков здесь? Высота потолка в черновом варианте была 3,20. После натяжного потолка она стала 3,10. Ну, собственно, это очень высокие потолки. У нас здесь даже двери нестандартные, а если вам их видно, они увеличенной высоты, то есть стандартная дешевая дверь 2 метра, 2,05, здесь у нас 2,30, и это, конечно, придает тоже добавочную стоимость, именно ценность этому интерьеру. Давайте покажу вам спальню. Давай. Это хозяйская спальня, еще будет потом детская. Это вот как бы та одна из двух комнат, которая... Да, это одна из двух комнат, которую мы сделали из одной комнаты. И здесь нас ждет сюрприз. Великолепная стена стеклоблоков. Давно я мечтала где-то их сделать, причем я вижу часто, что их делают в классическом там зеленом цвете или в цвете шампань. Они вызывают у меня вот какой-то ужас, вот эти цветные стеклоблоки. Здесь у нас чисто прозрачные. Сразу скажу, так как все любят цены, вот такая стена, материалы обошлось нам в 45 тысяч рублей. Это вместе с работой или только материал? Допустим, какая-то сборка мебели. Вот, поэтому на работу ушло 650. Благодаря этому у нас проникает естественный свет в комнату. За этой стеной детская, может быть, тоже в каких-то психологических аспектах ребенку будет не так страшно, например, спать одному, потому что он знает, что вот прямо тут прямо можно дотянуться до мамы. Также в спальне у нас есть туалетный столик или рабочее место, его можно использовать. Кровать с подъемным механизмом. Какой она в ширину? 160 на 2. И вот такой вот гардероб. Кстати, пожелание не делать двери, оно изначально было почему-то от нашей заказчицы. То есть она говорит, я не люблю, когда двери в гардероб, там появляется типа некая затхлость, может быть, от вещей. Давайте оставим, вообще открыто. Будет такое открытое хранение. Я не знаю, может, она очень аккуратный человек, но мне от этой информации стало немножко не по себе. И я представила, что если кто-то увидит мои вещи в открытом состоянии, и мы предложили ей вариант со шторами, это такое дешево и сердито, то есть как бы у вас и прикрыто, и при этом все прилично. Давайте посмотрим, немножко заглянем. То есть там у нас просто система хранения. А получается, вы отделили стеной, да? Да. Из гипсокартона выстраивали стену? Да, это стена, наверное, из гипсокартона. Да, это стена И из сколько гипсокартона. получилась гардеробная по метражу примерно? Она метр в ширину, в глубину, так скажем. И сейчас точно скажу, наверное, 4. То есть 4 квадратных метра получилось. Да, очень вместительная. Прям наш заказчик очень оценила, сразу сказал, что она классно разместила все. Как вы знаете, любая гардеробная вмещает больше, чем любой шкаф. То есть если бы на эту же стену мы сделали какой-нибудь ужасный привет из нулевых, там, шкаф-купе, то он бы был менее вместительный, чем такая гардеробная. Еще у меня к тебе один вопрос про стеклоблоки. Обеспечивают ли они шумоизоляцию? Ты знаешь, у них толщина почти 10 сантиметров, там 7,5-8. Мне почему-то кажется, что они обеспечивают звукоизоляцию, но мы можем узнать эмпирическим способом, на опыте, потом спросить у тех, кто тут будет проживать. И, честно, первый мой проект, где я использовала стеклоблоки, но верим лучше. И получается, остальную стену тоже из гипсокартона делали? Да. Стена тоже с гипсокартона. Опытным путем. Да, опытным путем. Я точно помню, что мы закупали сюда дополнительную звукоизоляцию. То есть это не пустотелый гипсокартон, а там есть слой минваты, скорее всего, для звукоизоляции. И еще вопрос. Здесь получается дополнительное помещение без какого-либо окна. Да. Как оно проветривается? Мы сделали сюда кондиционер. Не стали делать там никакую систему дополнительных дырок, типа там такой штучкой, чтобы проветривалось. То есть у нас есть отдельный кондиционер, и его можно включать по мере необходимости. Давайте уточним, что когда я говорю кондиционеры, я подразумеваю современную сплит-систему, которая, конечно, можно ей пользоваться и при сильном морозе. По освещению у нас здесь тоже достаточно много разных сценариев. Можно включить большую люстру, можно включить точки, которые находятся в ногах кровати, чтобы не светило в лицо. А также еще отдельно у нас, пойдемте, я пройду туда, в ту сторону. Здесь у нас все
помещаемся. Здесь есть отдельная розеточка, и можно включить-выключить эти подвесы. Здесь система из двух одинаковых, которые один чуть ниже, один чуть выше. Вот такое вот дизайнерское решение. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room, потому что там вы найдете много полезной информации, если вы, например, сейчас делаете ремонт или просто хотите посмотреть на другие красивые интерьеры. Ну а если же вы сами уже сделали свой красивый интерьер и хотите нам его показать, то пишите вот на эту почту и ждите нашего ответа, возможно, мы приедем именно к вам. И это у нас детская. За собой закрываю дверь. Детская, это опять-таки, то есть здесь много вещей было в первый раз. Первый раз мы работали в Сталинке, в первый раз мы сделали полноценную детскую. Все это было так волнительно и интересно. Вот не знаю даже за что хвататься. У нас кровать-чердак для девочки 5 лет. Хорошо экономит пространство в комнате. Дети очень любят всякие вот эти фишки с... как это называется в Москве? Как в Ростове говорят, халабуда. Что? Это вот, как это называется? Шалаш. Это диалектизмы, региональные словечки. Здесь у нас на стенах обои. Это не покраска, это вот такие нежные обои. Вот этот розово-пыльный цвет со звездочками, которые создают вот это миленькое пространство для маленькой девочки. Получается, это вторая часть той большой комнаты, которую вы разделили пополам. Да, мы ее разделили пополам, так что каждая из комнат получилась по 10, 11, 12 метров, точно я не уверена, но они действительно большие. Та комната больше, потому что в ней еще гардеробная выделена. Знаете, для ребенка, особенно для маленького, даже 8 метров будет достаточно. Дети в своей комнате только спят. Посмотрим правде в глаза. Игрушки будут разбросаны по всей квартире. Обычно дети тянутся к взрослым. И то есть, где будет мама, там за ней будет ходить дочка. Так что, здесь абсолютно отличное пространство. Когда мы вымеряли количество стеклоблоков, мы, в принципе, знали уже о существовании этой кроватки. Да. И поэтому мы сделали все, можно сказать, вровень. Вот, тут маленький у нас случился заезд все-таки на... это, я думаю, мы немножко не рассчитали, наверное, плинтус, скорее всего. Не критично, да, просто чуть-чуть. Мы хотели, чтобы это пространство было пустое, потому что и с той стороны лучше смотрится, когда здесь просто свет. Мне нравится, как плинтус вы положили сверху стеклоблоков. Да, чтобы был законченный вид у пола, чтобы не было никаких щелей. Также у нас здесь есть ночник, вот такой приятный. Тут что-то подразумевается, еще какая-то зона? Мы думали, возможно, здесь будет, может быть, какое-то, знаете, кресло, груша, например, вот такое что-то тоже из древности. Я подумала про столик какой-нибудь. Я подумала, что здесь, может быть, мама будет читать, например, дочке вечером, может быть, на каких-то подушках развалившись в этом углу. Вот, также... Варианты есть. Варианты есть. Также у нас здесь была изначально ниша, она продавалась вместе с квартирой. Как я уже говорила, там даже какая-то раньше была пожарная лестница и выход на общий балкон. Но вот этого не осталось и следа. Поэтому мы встроили шкаф сюда, поставили шкафные двери, и внутри есть полки и штанга. Сейчас откроем, посмотрим. Важно, что так как дом у нас поживший, здесь все поверхности немного отличаются отсутствием правильной геометрии. И вот вы можете заметить, что мы здесь использовали также плинтус обычный, половой плинтус. Мы обрамили им эту нишу, чтобы немножко придать остроты, четкости форм, потому что здесь было прям все в кось. Вот, давайте посмотрим. Он достаточно глубокая ниша для детского шкафа даже. А сколько получилось в глубину, кстати? Там сантиметров 80. То есть это прям немало. Под заказ тоже делали, соответственно. Да, шкаф, конечно, под заказ, потому что все очень сложно. Вы можете видеть, да, что здесь немножко идет у нас скос. Это уже издержки действительно этого дома. И здесь другой подоконник, в отличие от кухни. Можно обратить внимание, что здесь у нас деревянный подоконник, который мы покрыли лаком. И он, достаточно широкий, чтобы, например, наслаждаться закатами, тоже, может быть, читать книгу и как-то наблюдать за атмосферой на Садовом кольце. В принципе, мне заказчица уже говорила, что девочка
очень облюбовала эти подоконники, и надо ставить защиту на окна, потому что, конечно, это серьезное дело. Опасно. Обязательно ставьте защиту на окна. Мы дошли до этого прекрасного хозяйственного места. То есть у нас здесь проход санузлы. Можно догадаться, что в прежней планировке вот это место, которое сейчас заложено стеной, это был проход на кухню. А вот эта стена, которая в гостиной? А эта стена была частью вот этой комнаты. То есть ровно вот по конец этой стены как раз была перпендикулярна другая стена, и они образовывали комнату. Вот мы это все снесли, и получилось, что проход в санузлы у нас заканчивается тупиком. Ну, прям зона получилась Да, полноценная. это получилась полноценная хозяйственная зона. Более того, с дополнительной возможностью устроить хранение здесь. Еще какие-то 30-сантиметровые или даже больше шкафы здесь спокойно поместятся. Вот, пожалуйста, на этом расстоянии можно сделать какое-то дополнительное хранение. Я думаю, с хранением никогда мало не бывает. Это точно. Вот здесь раздельный санузел, ванна и туалет. Он таким и был, вы таким Он и таким и оставили. был, да. У меня была попытка сделать 2, так сказать, унитаза, ну, потому что это всегда полезно. Некое такое место для, может быть, гостей, гостевой и как бы хозяйский санузел. Но здесь по функционалу так не получилось. Мы просто сделали достаточно просторную ванную комнату с полноценной ванной 170 на 70. Вы не меняли здесь метраж? Вы никак не меняли здесь стены? Нет, здесь мы за границы мокрой зоны не выходили, все осталось в своих границах. Мы немножко здесь при планировке смогли найти место под также небольшой встроенный шкаф для хозяйственных нужд в ванной. Также в ванной у нас использована технология теплого пола. Здесь есть датчик для того, чтобы включать и регулировать температуру, а также мы сразу установили полотенцесушитель. Часто мы очень срезаем водяные полотенцесушители, так произошло и здесь, потому что они не эстетичные, они ржавые, они вызывают проблемы в эксплуатации, и мы установили электрический, подвели к нему все коммуникации на этапе планирования ванной. По отделке у нас здесь использован керамогранит под мрамор с золотыми акцентами, и также часть стен выкрашена в приятный светлый нейтральный оттенок. Есть у нас подсветка, подвес у зеркала, а также подсветка самого зеркала. Тоже можно играть с разными вариантами освещения в этом помещении. Есть доступ ко всем коммуникациям через наш люк. И, конечно же, есть розетка, чтобы пользоваться феном или там заряжать электрическую зубную щетку, что вот обязательно важно для ванной. Вот такая красивая у нас тумба подвесная в классическом стиле. Она, можно сказать, тоже повторяет тему молдингов. Ну, это называется филенка. Я великий дизайнер, большое спасибо. Вспомнила название. Что бы еще вам рассказать? Можно про пол. Пол. Пол, конечно же, тоже керамогранит. Вот такого интересного полуэтнического серого орнамента. Он, в принципе, идентичные санузлы. Хоть у нас и 2 помещения, но они одинаковые по отделке. И очень рекомендую всем примерно использовать такой стиль, потому что хоть они и раздельные, но и функционал у них одинаковый. И если у вас небольшой дом, где на каждом этаже, например, там 3 этажа ваши, да, на каждом санузел, это еще можно разыграться. А в квартире предлагаю сохранять спокойствие и использовать одни и те же материалы в каждом из ваших помещений санузлов. Что же скрывается за этими шторами? За этими шторами у нас знаменитый хозяйственный блок. Значит, здесь есть стиральная машина с, по-моему, функцией сушки. Здесь есть, собственно, вот корзина для белья уже появилась в этой квартире. Какие-то остатки строительных материалов после нашего ремонта. Ну, всегда какую-то краску, кусочки обоев рекомендуем оставлять, если что-то потребуется подправить. Это у нас электрический счетчик. Хочу вам кое-что показать. Кстати, он тут нового образца. У меня были квартиры, где были старые счетчики, и мы хотели их убрать или перенести куда-то в другое место, и потом мы платили штраф 30 тысяч рублей Мосэнерго. Поэтому, если у вас есть счетчик, рекомендую его не трогать. Вот. И есть щиток с автоматами. Все аккуратненько. Еще розетка на всякий случай. И розетка для интернета. Да, для роутера. Это называется слаботочка. Розетка для интернета и модем подключить.
его можно назвать туалетом или не Можно, Water closet. В общем, здесь у нас просто инсталляция, гигиенический душ. Есть вот такая ниша оригинальная, она в принципе Тоже здесь была в этой в конструктиве дома. Мы думали сделать тоже какой-то шкафчик, какие-то полочки, но на данном этапе не хватило бюджета, но это всегда можно дополнительно установить, заказать. А так все, что надо, присутствует. Есть чаша нашего унитаза, есть гигиенический душ, есть теплый пол, чтобы не мерзнуть в этом важном месте, если сидишь в нем часами, может быть, у кого-то есть такая задача. И молдинги на стенах для придания тоже какого-то... Он нарядный у вас очень. Он очень нарядный, да. Потому что тут даже вот книжка Versace лежит, понимаете, потому что унитаз соответствует, да. И, соответственно, остался свет. Да, свет просто включается и выключается, если мы можем так сказать. Вот это ноу-хау. И, конечно, вытяжки. Вытяжки есть и в зоне туалета, вот если слышно, задуло. И в ванной, конечно же, тоже. Вот здесь, смотрите, какая милая атмосфера. Так, тоже дует. Красота. Ну что ж, на этом наш рум-тур подошел к концу. Я очень рада была в очередной раз быть гостем YouTube-канала In My Room. Зовите еще, а вы, дорогие друзья, пишите комментарии. Я включаюсь в этот процесс, начинаю всем отвечать. И очень мы много там находим полезной информации. Пишите.